Сегодня я хочу рассказать о растении, которое в последние годы набирает огромную популярность среди садоводов. Это высокодекоративная культура, способна украсить сад не только в летний период, но и осенью. Если вы относитесь к тем садоводам, для которых важно не только пышное цветение, но и эффектный вид листвы, обратите внимание на этот красивый кустарник. Называется он гортензия дуболистная. Это растение по праву можно считать настоящим фаворитом летнего и осеннего сада. Любоваться его красивым видом вы сможете весь сезон. Дуболистная гортензия отличается не только своим незабываемо пышным цветением, особенно ее некоторые декоративные сорта, о которых я далее расскажу. Она имеет красивую декоративную листву, которая к осени просто поражает своей яркой красочной палитрой и способна украсить даже тенистый сад. Друзья, если вы уже выращиваете этот красивый кустарник в своем саду, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я, как всегда, буду очень благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Название дуболистное этому растению было присвоено не зря. У этого вида гортензии довольно крупные листья. У некоторых сортов они достигают в длину 25 сантиметров. Их внешний вид напоминает листву дуба. Единственное, что у гортензии листья с острыми краями и не имеют таких закруглений, как дубовые. К тому же они имеют своеобразное опушение и белесость с нижней стороны. Летом они насыщенно зеленого цвета, ну а к осени окрашиваются в яркие, огненные и багряные краски. Кусты дуболистной гортензии эффектно выглядят как летом, так и в осеннее время. К тому же они потрясающе красиво цветут. У некоторых ее сортов размеры соцветий просто поражают своей красотой и размерами. Но к обычным видам это, к сожалению, не относится. К счастью, на сегодняшний день селекционерами уже выведено удивительно красивые сорта с крупными соцветиями разной формы и цвета. Встречаются не только белые и салатовые соцветия, но и розовые. На фоне пышного куста с выразительной резной листвой они выглядят очень эффектно. Дуболистная гортензия родом из Северной Америки. Ее кусты достигают высоту 1-2 метров в зависимости от сорта. Их объемная крона способна украсить любой уголок сада. Это неприхотливое растение отличается своей теневыносливостью. Дуболистная гортензия способна расти даже в тенистых местах, под кронами лиственных деревьев, и при этом еще и обильно цвести. Правда, при хорошем уходе. Чтобы любоваться ее роскошными крупными соцветиями, необходимо придерживаться некоторых несложных правил. Хотя этот декоративный кустарник особых сложностей вам не создаст, и выращивать его смогут даже начинающие садоводы. До сих пор ошибочно считалось, что дуболистная гортензия совершенно не зимостойкая. Это неправда. Данный вид с успехом выращивают в садах средней полосы. Однако в первые годы саженцы необходимо с осени высоко окучивать, например, опавшей листвой или компостом. Можно использовать хвойные ветки. Крону молодых растений дополнительно укрывают плотным белым агроволокном. А вот взрослым акклиматизированным кустам это уже не понадобится. С возрастом зимостойкость этой гортензии существенно повышается. Данный вид выносит морозы до минус 25-29 градусов и причисляется к климатическим зонам 5 и 6. В более северных регионах дуболистную гортензию проще выращивать как контейнерную культуру. В теплый период горшки с растениями выставляют в сад или прикапывают в открытом грунте, а поздней осенью заносят в прохладное помещение. Кстати, среди этого кустарника есть сорта, которые отличаются не только своими пышными соцветиями, но и высокой зимостойкостью. Например, сорт Snow Queen, что в переводе означает «снежная королева». Взрослые кусты этой гортензии вырастают в высоту около 1,5 метра. Ее красивая резная листва достигает длину 20, а в ширину 15 сантиметров. Осенью она приобретает яркую багряно-фиолетовую окраску, что смотрится очень эффектно. Молодые побеги этой гортензии также окрашены в яркие красно-коричневые оттенки. Зацветает сорт Snow Queen в июле шикарными удлиненными соцветиями, состоящими из крупных стерильных цветов. Длина метелок может достигать 30 сантиметров. Цветы в начале распуска белые, а к концу цветения, то есть к осени, приобретают красновато-коричневые тона. Такие кусты красиво смотрятся в саду, как отдельно посаженные, так и в групповой посадке.
Из них получается просто шикарная живая изгородь. Еще более привлекательный сорт Harmony, что означает гармония. Взрослые кусты этой гортензии вырастают в высоту около 1,5 и более метров, так что изначально выбирайте им просторное место. Сорт гармония поражает видом своей осенней листвы, невероятно большими соцветиями. Их обилие и тяжесть вынуждают порой ставить подпорки. Грозди этой гортензии крупные и плотно набитые цветками. Объем конусовидных соцветий может достигать 30 см в диаметре. Когда куст покрывается большими роскошными шапками цветов, это удивительной красоты зрелище сложно не оценить по достоинству. Из красивых сортов сейчас в продаже можно найти красивую гортензию Black Poach с необычными крупными махровыми цветками. Красота этого сорта в объемных густых соцветиях и необычных цветах, которые имеют красивый контрастный переход от белого к темно-розовым оттенкам. Удивительно хороша гортензия Snowflake. Этот замечательный сорт даже получил награду в 2012 году от Королевского садоводческого общества. Его оценили за более продолжительное и невероятно обильное цветение и необычный вид крупных соцветий. Цветки этого сорта как бы наложены друг на друга. В начале цветения они белые, а после постепенно розовеют. А вот у сорта Little Honey очень эффектная листва яркой золотистой окраски. К осени листья краснеют. Цветет сорт светлыми ажурными соцветиями, которые распускаются в июле. Еще один яркий сорт – это гортензия аметист. Ее период цветения с июня по август. Соцветия этих кустарников не такие крупные, как у других сортов, зато они видны даже издалека. После раскрытия цветки быстро окрашиваются в розовые, а позже в винно-красные тона. Кусты гортензии аметист с красивой объемной кроной высотой до 1,5 метров. Такие растения очень красиво выглядят отдельно посаженные, на фоне зеленого газона или же в компании с другими декоративно-лиственными кустарниками. Обратите внимание еще на один новый сорт, который от других отличается удлиненными цветочными кистями, просто невероятных размеров и дивной красоты. Называется Snow Giant, что в переводе означает «снежный великан». Его махровые цветки звездообразной формы словно светятся изнутри. Такое растение станет ярким акцентом любого участка. Эта гортензия легко украсит ваш сад и удивит ваших соседей. Дублистная гортензия отличается своей стойкостью к болезням и вредителям. Она также способна цвести как на прошлогодних побегах, так и на молодых ветках текущего года. Поэтому даже после зимнего обмерзания кусты все равно зацветут. Правда, этот вид не может похвастаться цветением в раннем возрасте. Порой, чтобы увидеть всю роскошь пышных соцветий, потребуется ждать несколько лет, пока куст не наберет свой объем и силу. Чтобы дуболистная гортензия порадовала вас пышным цветением, высаживайте саженцы в рыхлый и питательный грунт. Все гортензии любят влажную почву, своевременный полив и внесение удобрений. Лучше всего использовать комплексные минеральные составы в зависимости от сезона. Учтите, что без своевременного полива и внесения удобрений, таких как на фото крупных соцветий, вам будет сложно дождаться. Для удерживания влаги в почве основание кустов необходимо замульчировать. Для дуболистных гортензий подойдет место как на солнце, так и в притенении, желательно без сквозняков. В жарких южных регионах не забывайте про своевременный полив, это важно. Чтобы ваши гортензии хорошо развивались, ранней весной кусты необходимо подстричь, удаляя все лишнее, слабое и не перезимовавшее. В основном удаляют тонкие побеги, надломленные и замерзшие ветки. К тому же прошлогодние побеги укорачивают примерно на 2/3. Такую процедуру важно успеть сделать до начала сокодвижения, то есть в феврале-марте. Если же вы не поспеваете к этому сроку, обрезку можно проводить с появлением молодых листьев. Имейте в виду, что необрезанные загущенные кусты с тонкими побегами никогда не порадуют вас крупными соцветиями и обильным цветением. Хотя если вы решили выращивать гортензию только ради ее красивой листвы, обрезку можно и вовсе не проводить, за исключением вынужденной санитарной. Размножить дуболистную гортензию проще всего летним черенкованием или делением корневища. Также можно использовать метод пришпиливания к земле и укоренения нижних боковых побегов. Дуболистные гортензии – это одни из наиболее красивейших садовых кустарников.
с которыми вполне справятся даже начинающие садоводы. Уверена, что эти растения достойны занять самые видные места на каждом загородном участке. Они красиво смотрятся в компании с другими декоративными культурами, на фоне хвойных растений и даже сами по себе. Их вид легко преобразит ваш сад как летом, так и в осеннее время. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.